В путешествии по разным неизведанным территориям долины нежити опасность подстерегает путников на каждом шагу, везде и всюду. Орды нежити преграждают дороги и наполняют непроходимые леса. Аномальные явления оказывают разрушительное влияние на разум и здоровье неопытных исследователей. Но все это возможно преодолеть, если повезет встретить интересных личностей, что помогут более подробно изучить особенности данного пространства. Возможно также наткнуться на опасного и смертоносного врага, который будет преследовать вас до самого конца вашего тернистого пути. Темного времени суток. Вы попали в долину нежити, и в этом выпуске мы начинаем знакомить с персонажами данной франшизы. Затронем поверхностно нескольких важных и ключевых персонажей, а также персонажей участников долины нежити. Заваривайте покрепче свою связку душ, приятного просмотра. Начнем знакомство с создателем долины нежити. Архипротолич, образовавшаяся космическая сущность и протосущество Саймон Дарк. История данного персонажа действительно необыкновенна, впрочем, как и истории других персонажей. При жизни Саймон Дарк был ремесленником. После его смерти его имя было забыто. Некто заключил договор с Чернобогом о службе в качестве ревенанта, который будет собирать армию нежити. Но образовавшаяся нежить в лице данного персонажа не стала смиряться со своим положением. Приняв имя Саймона Дарка, ревенант изучил магию, став архиличом, и запустил события Темного Некрогедона, в ходе которого его мир был уничтожен, принесен в жертву. Благодаря этому архилич преобразовался в протосущество, архипротолича, и поборол Чернобога. Протосущество смерти было побеждено. Сама смерть перестала быть неотъемлемой частью мира. Встав на место Чернобога, образовавшаяся космическая сущность архипротолич Саймон Дарк собрал руины своего погибшего мира и руины других разбитых миров, что плавали в космических просторах, и на основе этих осколков образовал долину нежити. Эта долина была создана как решение, механизм, возвращающий явление смерти, которое прекратилось после победы над Чернобогом. Но Саймон Дарк не единственное могущественное существо в долине. Существуют правители долины, содержащие свои части территории за счет своих войск. Эти правители существуют, следуя своим целям, принципам и взглядам. Существует 3 правителя: Крысиный король, монарх-архонт и спящий король. 3 правителей занимают каждую из 3 частей долины. Земли Крысиного короля находятся в заросшем поместье ближнего края. Монарх-архонт восседает и защищает свою монархию в срединных землях сухих полей, а спящий король пребывает в вечном забвении в глубинах некрополя, что находится в дальних краях мертвого мира. Спящий король восседает и проводит теневой суд над блуждающими путниками, которые смогли добраться в его гробницу. Монарх-архонт пребывает в постоянном бешенстве и слепой ярости, наводя на окружающие земли смуту и разрушение. А Крысиный король направляет огромные армии нежити крысиных существ, чтобы осаждать стены вблизи поселений. Блуждающим путникам предстоит исследовать все земли долины нежити. У них не получится избежать встречи со слугами и армией этих мрачных правителей. В долине нежити нет небесных светил и солнца, порождая яркий свет для освещения окружающих земель. Но в небосводе данного места витает космическая сущность по имени Ренгар. Этот персонаж часто упоминался в наших выпусках. Он освещает долину, медленно передвигаясь по небосводу, словно гигантская сияющая дымка. Его взор может осветить как маленький клочок земли, так и целые просторы, насыщая окружение легким сумрачным свечением. Когда-то, будучи живым, этот персонаж был обманут Чернобогом, который заточил беднягу в рудниках собственного поместья, заключив хозяина земель с неиспользованными силами, которые со временем накапливали энергию. Но после победы над Чернобогом Саймон Дарк обнаружил Ренгара и, освободив образовавшуюся космическую сущность, предложил защищать долину от внешних пространственных опасностей. Изучив историю долины, можно наткнуться на множество интересных персонажей. Тут могут повстречаться интересные личности среди блуждающих путников: алхимики, бармены, чародеи, рыцари, вольные торговцы, исследователи и профессора.
Многие находят свое новое призвание в этом месте, переосмысляя свое прошлое. И не менее интересных можно встретить среди персонажей высшей нежити. Генералов, коллекционеров, театралов, драконов и, конечно же, несгибаемых воинов, несломленных и непобежденных. Изучением их мировоззрения и убеждений может стать увлекательным и захватывающим занятием. Участники долины также могут внести свой вклад, добавив собственных персонажей. Об этой части персонажей мы затронем совсем немного. Вселенная Долины Нежити не возникла на пустом месте. Долгий путь образования начался с протосуществ, божественных космических сущностей, населяющих данную Вселенную. Протосущности или протосущества – это точки концентрации таких фундаментальных элементов, как сверхсознание и архидуха, то есть разума и личности развалившегося первого космического существа, именуемого как первородный. Разделение первородного породило Вселенную. Вселенная – это особая форма бытия. Особенность данной формы заключается в переменной концентрации и плотности трех элементов в каждой точке бытия – архидуха, сверхсознания и гиперэнергии. Протосущности образовали совет протосуществ, который занимается созданием миров и расширением Вселенной, или иными словами, следует желанию своего прародителя и пребывает в постоянной творческой рутине, расширяя границы своих возможностей. Совет протосуществ также образовали несколько механизмов, действующие во благо вечным изменениям во Вселенной. Саймон Дарк стал частью этого совета, выполняя роль направляющего помощника для потерянных душ, который погружает в Долину Нежити. Но полную историю данного раздела персонажей мы затронем в последующих выпусках.